Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта. В этом уроке мы с вами разберемся, чем отличается слой от мастера, что такое мастер-слой и что такое глиф-мастер. Что такое слой, мы примерно с вами понимаем. В шрифте, в котором находится одно начертание, слой — это своего рода виртуальная полка, на которой находится символ нашего шрифта, схожий с единой стилистикой, размерами, толщинами всех штрихов и общим каким-то настроением и так далее. Это в данном случае одно начертание, и в программе FontLab оно отображается в панели Layers and Master. Это стандартный слой и единственный в данном случае слой, который в финальном экспорте участвует. То есть все буквы, которые мы здесь на этом слое нарисовали, они будут экспортированы в шрифт, которым можно будет потом пользоваться. Но это не значит то, что если в вашем шрифте только одно начертание, мы можем в проекте, внутри проекта в FontLab держать там только один слой. Допустим, если мы откроем букву X, допустим, и создадим новый слой, вот он добавился, то есть в этой букве уже два слоя. Мы даже можем здесь что-то нарисовать, просто неважно, что это будет. Вот, теперь здесь два слоя, но в финальном экспорте все равно будет участвовать только главный слой. Также мы с вами делали слой-маску, то есть, допустим, где-то здесь у нас мы можем сделать маску, и вот создался еще один слой, это тоже слой, это тоже виртуальная полка, в нее тоже можем что-то нарисовать, что-то добавить и так далее, но финальный экспорт она все равно не участвует, потому что это просто дополнительные слои. Вот, то есть конкретно слой в данном случае это та полка, на которой все находится при экспорте, а все остальные типы слоев, ну, скажем так, из простых, это просто дополнительные полочки, куда мы можем временно что-то расположить сверху, снизу, неважно, чтобы просто временно там что-то лежало, и мы всегда могли этим воспользоваться. То есть воспринимайте каждый слой в данном случае как отдельную полку. Но главное у нас одна в текущем варианте. Если шрифт вариативный, там таких главных полок, скажем так, может быть несколько. Это мы разберем чуть позже. Сейчас мы зафиксировали, что Regular — это у нас основная полка, на которой находятся все наши буквы. Со слоями мы примерно с вами разобрались и поняли, что это такое вообще. Но существует еще и мастер. Что такое мастер? Мастер — это совокупность информации о том, как технически представлен наш шрифт. То есть, какое у него название, какое у него начертание, жирность, в каком месте насыщенности осей, скажем так, он находится. И это у нас настраивается все в Font-Info. То есть, если мы включим Font-Info, то мы увидим, что вот этот наш слой, просто слой Regular, в настройках шрифта содержит мастер под названием Regular. И здесь мы можем выставить его настройки, название, его характеристики, там, чтобы понимать, какая у него насыщенность, ширина. Вот это все мы можем настраивать, все какие-то информации по толщинам штрихов и так далее. Все это настраивается. Вот это конкретно здесь, в левой части, это мастер. И даже если мы перейдем во вкладку мастер, мы тоже увидим, что здесь существует мастер Regular. Это можно увидеть еще по вот этой иконке. Если мы перейдем в шрифт Zasker, то мы увидим, что у меня здесь таких мастеров очень много. То есть у меня есть слои и мастера с такими же названиями. Вот здесь мы можем их переключать. То есть слой — это физическое представление наших букв, контуры, которые лежат на полке. Мастера — это описание этих полок, грубо говоря. То есть это то, что нам нужно запомнить. Переключаемся между мастерами мы в левом нижнем углу. Вот, я надеюсь, вы примерно поняли, что я имею в виду. Что такое мастер-слой? Тут на самом деле очень интересная штука. Мастер-слой — это совокупность нашего слоя и нашего мастера. То есть по факту, если FontLab видит, что у нас есть в панели слоев слой с названием, допустим, Regular, и видит мастер с таким же названием в Font-Info, он берет и, скажем так, находит между ними логическую связь и считает, что мастер с слоем Regular, они взаимосвязаны, поэтому он считает их мастер-слоями. То есть, грубо говоря, он связывает физическое представление всех контуров в виде кривых в этом слое с их техническими характеристиками, которые у нас указаны в вкладке Family Dimensions и так далее, то есть его всякие метрики и так далее. Вот. И тут очень важно понимать, что программа буквально понимает, буквально связывает эти значения. Если, допустим, здесь написано reg,
и он видит, что мастер рек, то он их между собой связывает. И если там какое-нибудь другое слово, то этот слой перестает быть мастер-слоем, он становится обычным слоем. Допустим, я возьму, допустим, вот эти вот несколько символов и переименую этот слой. Вот пускай будет вот так, неважно. FONTLAB меня спрашивает, а что мне сделать? Мне переименовать только конкретно выбранные глифы, либо текущий глиф, если он выбран один, все глифы во всем слое, или весь фонд-мастер. Мы сейчас выбираем выбранные глифы, и что у нас случилось? Вот здесь особо ничего не поменялось, но если я нажму на H, я увижу, что у меня теперь буква рек с вот этими цифрами, она, скажем так, не жирным шрифтом набрана. О чем это говорит? Это говорит о том, что теперь вот этот слой не участвует в интерполяции. То есть его как бы не существует, он вот и здесь пропал. Если я нажму сюда, его нет. Если нажму сюда, то он есть. То есть тут на самом деле прямая такая логическая связь. Если FONTLAB видит, что в шрифте есть слой с названием рек, в FontInfo есть мастер с названием рек, он их соединяет между собой, то есть находит между ними цепочку, связывает их и говорит нам об этом, помечая такой слой жирным начертанием в слоях и мастерах. Вот. Если эта связь нарушается, как вот, например, в букве H, он просто его выключает. Теперь он не светится никаким цветом, он обычным начертанием выбран, в отличие от жирного, которое зеленеет, и все связанные между ним тоже зеленеют. И, соответственно, выключает его как бы из интерполяции. В таком случае что можно сделать? Можно просто обратно его переименовать для текущего глифа. Перепроверяем. И все, вот он снова участвует в интерполяции, вот он здесь появился, а вот эти не участвуют, потому что они как бы выключены конкретно для вот этого начертания. Вот, то есть выяснили, что у нас существуют слои, это просто полочки, на которых находятся буквы, но существуют мастеры, которые указаны в FontInfo и содержат в себе техническую информацию о параметрах, о метриках конкретного мастера, и существует мастер-слой, это просто связь этих двух разных значений между собой. И когда мы говорим в будущем, когда я буду говорить про мастера, я буду иметь в виду по умолчанию, так сказать, мастер-слои, чтобы мне каждый раз не говорить мастер-слой. Но это важный момент, что существует мастер-слой, потому что есть еще и глиф-мастера. Мы будем их делать в будущем, но делать это не всегда нужно, и не всегда это вообще нам как-то пригодится. По сути, что такое фонд-мастер? Это конкретное начертание всех наших символов без исключения внутри шрифта и, соответственно, соответствующий ему мастер. Вот. Но иногда бывает нужно сделать так, чтобы у нас в конкретном месте вот этого поля вариативности было нарисовано начертание, но только для конкретной буквы. И вот в таких случаях мы можем сделать с вами глиф-мастер. Как это выглядит? Вот, допустим, я хочу, чтобы вот в этом месте у меня буква C, вот это, изменялось как-то вот кардинально. Просто хочу так сделать. Что мне можно для этого сделать? Я могу сделать мастер полноценный, но тогда в обычный фонд-мастер мне придется делать для всех глифов. А так как там никаких изменений не будет, в этом нет никакого смысла. Но я могу и хочу сделать это только здесь. Что мне для этого нужно? Я могу выбрать вот это положение, допустим, оно здесь находится, нажать плюсик, и здесь у меня он спрашивает, какой мастер и как нам, собственно, его добавить. Я жму ОК, ничего здесь не меняю, и FONTLAB немножко думает, и вот добавляет нас сюда слой обычный. Он жирным особо не подчеркнут, но если мы сейчас его вот так вот изменим, посмотрим, насколько сильно это будет отражаться вариативность. Вот мы его таким сделали. Переключаемся и попробуем сейчас. Вот. Видите? Конкретно здесь у нас появилось вот такое изменение. Конкретно только для этого глифа, если, допустим, поставлю рядом букву О и рядом русскую букву С, то в русской букве, так как это компонент, это будет все дублироваться. Хотя там, по сути, не нарисован глиф-мастер. А в букве О этого нет, потому что его, собственно, нет. Как это может нам пригодиться? В шрифте, в который я нарисовал в шрифте Zasker, я добавил такие глиф-мастера, вот они.
И я их добавил конкретно здесь для того, чтобы более плавным сделать переход вот этот. То есть если мы посмотрим, вот, только доходя до вот этого значения, наша вот эта часть буквы верхняя, она начинает изменяться. А до этого она сохраняет вот этот вот наклон. То есть это такой стилистический момент, который мне нужен был, чтобы сделать интерполяцию, переход из узкого в более нормальное положение, более комфортным, более аккуратным. И если мы посмотрим какой-нибудь другой глиф рядом, например, поставим B или там, ну вот, и неважно, то здесь мы этих мастеров, глиф-мастеров не увидим. Зачем это делать и как это делать, мы с вами тоже потом разберем. Это я просто вот в таком демо-варианте это все показываю. И еще покажу один пример, в котором это прямо, ну, прям очень сильно нужно, потому что там контуры начинают друг на друга находить, и это уже портит весь, собственно, рисунок. На практике такие глиф-мастера очень могут хорошо спасти ситуацию, когда прям, ну, совсем очень плохо выглядит переход от одного состояния к другому, поэтому возьмем за пример мой шрифт Бека, который содержит очень большие массивные засечки, которые начинают мешать интерполяции. То есть, если я возьму букву Е и букву Э, то мы увидим, что у них есть глиф-мастера для конкретных состояний, и вот здесь вот они отмечены. И есть точно такая же буква Е и буква Э, в которых этих глиф-мастеров, как мы видим, здесь нету. Поэтому откроем оба этих варианта, вот они, открыты, и посмотрим. Первая у нас идет с глиф-мастерами, вторая идет без глиф-мастеров, третья буква с глиф-мастерами и четвертая без глиф-мастеров. То есть переключимся сюда, перейдем в режим текста и попробуем посмотреть, на что это вообще влияет. То есть вот если мы сравним, мы увидим, что после значения 75 следующее идет значение 50, а в букве, где есть глиф-мастера, после 69, точнее дополнительное значение идет на 69. Вот. Теперь попробуем посмотреть на интерполяцию и понять, насколько сильно это влияет. Так, вот. Это нужно только в жирном, вот сверхжирном, наверное, начертании. Попробуем уменьшить. И на значении после 75 сравните переход вот здесь и вот здесь. Переход вот здесь и вот здесь. То есть где-то примерно в положении 69, как бы это смешно не звучало, закрытость нашей буквы Э и буквы Е, она не такая большая, и поэтому она на горизонтальный вот этот вот штрих никак не влияет. Если мы перейдем в режим Instance, когда мы будем видеть все эти положения, перейдем в режим контура, чтобы мы его видели. Вот. Вот сейчас на самом жирном начертании мы увидим, что после 75 вот здесь и вот здесь начинается сильнее приоткрываться контур. Вот здесь, видите, он насколько близко, а здесь он уже на таком более комфортном расстоянии. Также и с буквы F, в которой, ну, слишком близко находятся эти узлы, из-за этого буква как бы слипается. Поэтому если я вот, видите, двигаю, можно вот здесь прям посмотреть очень хорошо. Я сейчас удалю букву Е, чтобы она сильно не мешала нам. И вот это тоже уберу. В крупном размере видно, как они по-разному себя ведут. То есть иногда глиф-мастера очень сильно помогают решить такие сложные моменты, которые прямо портят рисунок. И вот в данном случае добавление нескольких мастеров для одного глифа — это прямо, ну, спасение. В общем, основную идею вы поняли, как это делать мы потом тоже разберем. Как бы я сильно не затягивал этот урок, но я надеюсь, я смог до вас донести вообще, для чего это нужно и как это выражается вот буквально физически в буквах.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.